Аньясео! Здравствуйте, огонечки! Меня зовут Огнева Марина, я ютуб-блогер и учитель корейского языка. И сегодня я решила сделать вам сводку лучших и более-менее хороших, либо даже каких-то некоторых плохих приложений по изучению корейского языка для вашего телефона либо смартфона. Если вы впервые попали на этот канал и не понимаете, почему эта девушка будет говорить, что лучше, что хуже для изучения корейского языка, как она вообще с этим связана. Так вот, мое второе высшее образование я получила в университете Йонсе, это один из престижнейших вузов Кореи, по специальности корейский язык и литература, Кугукунмунхак. Поэтому есть на то право. Далее, вот уже 4 года, как существует моя онлайн-школа, дистанционные курсы корейского языка Let's Go to Korea, это уже просто обалденное количество тысяч учеников, которые выпустились из нее, сотни получили гранты, и это вообще круто. Также в этом году вышло мое учебное пособие по изучению корейского языка. Во как. Так что имею право. Многих учила, сама учила, учу и продолжаю. И вообще это моя жизнь. Давайте скорее приступим к разбору приложений. Не забывайте, что все ссылочки на них обязательно будут под видео. Кстати, это не реклама, никто никак с этим не связан, так что имею право говорить как хорошо, так и плохо про всех. Что думаю, то и говорю. Скажу вам сразу, что в этом рейтинге я вас познакомлю со словарем, который я просто обожаю. Он нереально обалденный, но я вам его вставлю чуть позже, чтобы вы досмотрели видео до конца. Построить топ рейтинга приложений было очень сложно, поэтому я их не ставила по порядку от самого топового к самому худшему. Они идут разношерстно, рандомно, поэтому как кому повезло. Начнем с приложения бесплатного, это Quizlet. Он есть как для iPhone, так и для Samsung. Да, он халявный, рассчитан с нулевого знания языка. В принципе, он помогает вам зубрить слова онлайн, что полезно как бы считается, когда вы их учите, добавляете целыми списками, все очень организовано, просто. Уже есть готовые карточки. Но есть минусы. Во-первых, есть куча опечаток, которые вы можете совершить, и вы вместе с ними это все выучите, либо вы возьмете карточки других студентов, кто уже наделал там опечатки, либо вообще не так перевел слово, и вы выучите его неверно, что реально очень плохо, потом переучиться сложно. Вот, а во-вторых, я никогда не советую учить только одно слово. Учите выражения, которые вместе с ним идут. Учите его сразу с падежами, тогда вы будете быстро говорить на корейском и использовать сочетания, а не просто вы будете знать, что курам это облачко. А что с ним делать, не знаю. Так нельзя. Другое приложение это Memrise. В принципе, очень похож на предыдущее. Тоже прикольно, кстати, у него дизайн лучше. Вы также делайте слова, можно сделать конструкции, как-то визуализировать, делать акценты на сложных словах, повторять их после. Есть также всякие там тесты, игры, это реально плюс. Минусы. Только при платной подписке вам доступны больше, то есть, например, там возможность работы с носителями, ну, понимаете, это классная вещь, но только за деньги. И проверка разных там домашек или произношения постановки, это только при платной. Потому что когда вы учите слово, даже я сейчас учу новый язык, да, я учу сейчас турецкий, кто пропустил мой сторис. И вот вы знаете, самое, вот, что мне вначале есть, когда я выучила слово, я хочу учителю послать, так ли я его выучила, проверьте его произношение, то эти звуки для меня новые. Поэтому это очень сложно сделать, когда вы самостоятельно учите в начале с нуля. Я вам всегда советую, когда у вас ноль, когда вы знаете только-только, возьмите репетиторы, возьмите онлайн-курсы, пусть вас проверяет человек компетентный в этом. Вот. Но если у вас, да, вот нету возможности пойти даже ни на какие курсы, даже на мои нет курсы пойти возможности, хотя есть на конкурсы, где можете их выиграть, но все-таки, если нету, давайте вернемся к приложениям. Кстати, Memrise также есть на iPhone и на Samsung, и тоже как бы вначале он бесплатен. Следующее приложение, которое я хочу посоветовать, это Topic. В принципе, когда вы вбиваете в поиске слово Topic на корейском, то очень много появляется разных бесплатных приложений, где вы можете тестировать конкретные моменты из теста, целиком тесты, есть проверки, это реально очень крутая вещь. Минусы это не для нулевых, это когда у вас есть уже базы, и вы готовы сдать официально этот экзамен, вы к нему готовитесь. Вот. Есть другой еще минус. Эти приложения Topic немного отстают от этих изменений Topic, которые происходят. Мы знаем, буквально Topic 1 вышел, прошел, и некоторые коррективы внесли. Так, давайте это теперь не будем, это будет вот так, это будет так. Вот эти моменты нужно потом самим учитывать и искать, что изменилось к экзамену, который вы хотите сдать.
Поэтому что топик 1, что другие топики, в принципе, скачивайте все, тестируйте. Все, что касается тестирования, домашек, пробуйте все приложения. Еще одно приложение, это приложение Sejong, там Korean, Sejong Korean Vocabulary или что-то в таком духе. В общем, Sejong вбивайте, тоже круто. Халявное. Что мне понравилось? Они такие, да, больше, знаете, прямо такая базовые вещи, базовые слова. Там есть качественная озвучка слов носителями. То есть вы можете слушать и убеждаться, так, эти звуки похожи на те, что я произношу, значит, я говорю правильно. Плюс, как он делает, так как я вам советую, то есть он вам дает целыми словосочетаниями, целыми предложениями. Так учите лучше и качественнее корейский язык, да и, в принципе, любой язык. Поэтому Sejongку советую просто, не знаю, поиграться. Можно с утра проснулся такой, залез, слова там какие-то понабирал, с картиночками, о, все, круто, идем дальше. Если вы, например, хотите потестировать вначале ваш алфавит, то есть хангыль, то я советую вам предложение Write it Korean, то есть пропиши этот корейский язык. Там именно вот эта пропись этих буквок, помните, корейский это слог, там нужно много букв, чтобы было в одном слоге. Есть проверка знаний, есть хорошее произношение этих звуков. Так что, чтобы выучить алфавит, для самого начала подойдет. Но также я как и говорю, что можно выучить хангыль суперски за 40 минут на одном уроке на моем курсе. Ну реально. И вы будете знать, как вы, русский человек, владеющий русским языком, как адаптировать корейский язык под наши мышцы, именно под наши русские звуки. Также есть еще приложение корейский словарик тренер, то есть как-то обучалка по корейскому словарику. Ну, здесь, что я скажу вам сразу, вы почему-то мне поскидывали, как вот, я им пользуюсь, протестируйте. Знаете, я его протестировала, я реально очень удивилась, что очень часто произношение слов было неверное. И я не понимаю, кто его озвучивал, почему и зачем. Но хотя бы там есть пара фраз для поездки. Если вы планируете корейский только для поездки, то научитесь читать и скачайте бесплатный мой док-файл фраз для поездки по Корее. И все, вам больше ничего не надо, в принципе. Не парьтесь. Есть детские приложения корейские, но, к сожалению, их нет на айфоне. Они есть только для самсунгов. Может быть, появится на айфоне, кто знает, давайте проверять. Там вы можете читать и тренировать чтение корейских текстов, как будто вы лялечка. Это круто. Еще и картиночки. Я такое люблю. Но должна быть какая-то база. Там с нуля не получится, конечно, не тот немножко. А для любителей картинок в большом числе и количестве я вам советую вебтуны. Это такие манхва, то есть комиксы, корейские онлайн-версии. В принципе, там очень мало читать, там есть картинки, и даже не зная слова, при помощи картинки можно попытаться понять, что же оно значит. Кстати, там очень много сленга, молодежного жаргона, поэтому это, с одной стороны, полезно. Если у вас уже есть такой средний уровень корейского, вы можете очень его поднять на разговорном уровне за счет таких выражений. Также есть приложения, типа, знаете, Talk to Me или Tinder, когда вы можете познакомиться с носителями языка, или там Hello там называются, и пообщаться с ними. Конечно, я всегда советую, если вы девушка, то вбивайте в поиск девушки, владеющей корейским языком, не мужчины, потому что значит, это будет какое-то а-ля знакомство и так далее. Нет, вам нужно, если для языка, то ищите свой схожий пол, да, будет круче и проще. Вы сможете с носителями разговаривать, общаться, какой-то сленг использовать. Помните, что общение с носителем не всегда есть правильная грамматическая конструкция, потому что люди сокращают, убирают уважение, то есть не парятся, как вот мы. Мы, когда пишем, мы можем написать сыпысы, то есть спасибо. Также на корейском, но это не значит, что придя на топик, вы там сможете так написать. Не-не-не-не-не. И никаких к-к-к. То есть такое нельзя делать, ни в коем случае. Но, кстати, такие приложения в большинстве случаев на английском. Видите, какая классная эта вещь. Чтобы учить один язык, желательно знать английский до этого. Но если вдруг вы не знаете, не страшно, научим. И напоследок, конечно, я хотела вам рассказать про мое любимое приложение. Я его купила, оно платное, очень давно, и с тех пор оно апгрейдилось, у меня уже несколько разных версий стоит. Это приложение вот корейского языка, словарик, который я реально обожаю. Там есть слово корейское, его есть русский перевод, понятное дело, его есть китайская ханджа, что мне как учителю становится понятно, откуда это слово пошло, в каком его контексте использовать. Плюс есть словосочетания, в которых оно используется чаще, и как оно в них используется. И если это слово используется в каких-нибудь там ханджасоно, гуаньоно, то есть идиомы, сухтамы, пословицы, поговорки, то вы сможете видеть более-менее почти всегда, где это слово там использовалось.
Это, по-моему, суперская вещь, когда вы стремитесь быть когып и выше, и развивать ваш корейский язык не только за счет знания, а то, что я знаю столько-то слов, а то, что я умею использовать несколько тысяч слов правильно. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и если вам нравится такой формат, вам хочется знать больше приложений либо учебников, пишите, о чем именно вам интересно больше всего. Много будет запросов, обязательно сделаю дефрис, да, даже если мало будет запросов. Тоже, ребята, я всегда читаю ваши комментарии и отмечаю идейки и ваши просьбы что-то снять, либо что подготовить. Спасибо вам за внимание, надеюсь на вашу подписку, люблю, целую.